Station, Københavns Hovedbanegård. Next station, Copenhagen Central Station. Please mind the gap between train and platform. Привет! Это мой двухдневный трип в Копенгаген, город, где сказки Андерсена встречаются с современным хиппи-хаусом, а велосипеды — это почти религия. Полетели! Начну с полезного лайфхака. В аэропорту Копенгагена можно купить проездной, который действует на все виды транспорта. Метро, автобусы, поезда. Очень удобно, особенно если планируете много перемещаться. И, конечно, никто вам не запрещает арендовать велосипед. Кстати, о велосипедах. Первое, что бросилось в глаза, это количество велосипедистов. Такое чувство, что попал не в Данию, а в Нидерланды. Здесь на велике все: мамы, бизнесмены, студенты, бабушки. И можете оказаться даже вы. Я начал прогулку с визита к знаменитому Хансу Кристиану Андерсену, писателю, подарившему нам «Русалочку» и «Снежную королеву». Потом зашел в ратушу, где стоят знаменитые всемирные часы Янса Ольсена. Это сложные астрономические часы, состоящие из 15 448 деталей, которые показывают не только точное время, но и множество астрономических данных, включая восход и закат Солнца, фазы Луны и движение планет. Часы были созданы Янсом Ольсеном и запущены в 1955 году. После посещения ратуши я пошел на прогулку. После небольшой прогулки по улочкам, чтобы взглянуть на город под другим углом, я решил сесть на экскурсионную лодку. Каналы Копенгагена — это настоящее спокойствие. Город со стороны воды выглядит еще более уютным и гармоничным. Во время прогулки на лодке гид рассказывал очень много различных историй, веселых и исторических, и когда наш гид решила упомянуть церковь нашего Спасителя и то, что на нее можно забраться. Left hand side now, very beautiful church tower here in Christian Town. That church tower is our Saviour's church tower, and it's over 300 years old, with a spiral staircase going up the outside of it. And the staircase is actually still accessible to the public. So if you want a very cool view of Copenhagen from above, it's very fun to get it at the top of our Saviour's church tower. Я решил сразу же направиться туда. Спустя какое-то время моей прогулки я наткнулся на очень странный квартал. Называется Крестьяника, если я не ошибаюсь. Я туда заглянул и был поражен, потому что он ощущался как совершенно другое государство. Как будто хиппи живут в этом районе, и только они.
уличное искусство, лавки с травкой прямо на улице. Совершенно нестандартный райончик. Здесь все пропахло травкой. Такой район для хиппи. Продают киоски. Все это, я не знаю, легализовано здесь это или нет. Но как-то тут прям весь район такой вот весь хиповый. И завершил я свой день в музее иллюзий. Если честно, не самый впечатляющий музей, для меня, по крайней мере. Но один туннель стоит посещения, это точно. Там реально теряешь равновесие, хотя ты стоишь на месте. Ну, точнее, идешь вперед. Во второй день я отправился в старый военный бастион, ботанический сад, сокровищницу короля Розенборга и не отказал себе в капельке адреналина. Чтобы добраться до военного форта, я решил прокатиться на метро. И вот понять, какая ветка идет куда, немного сложно, так что мне пришлось с помощью Google карт смотреть на остановки. По дороге к форту я решил пройти по площади замка Амаленборг. Пройдя мимо мраморной церкви, я попал на площадь, которая располагается прямо в центре королевских поместий. Каждое поместье принадлежит члену семьи, королю, королеве, принцу. И когда они дома, на флагштоках развиваются флаги. Этот военный форт Кастелет, старинная звездчатая крепость 17 века, сохранилась идеально. Бастионы, ворота, мельница и церковь. Сегодня это военный объект и зеленый парк для прогулок. И также я посетил скульптуру русалочки, о которой рассказывала гид, о том, что она очень невезучая и пару раз ей отсекали голову или просто сносило ее ураганом. И ей очень быстро ее прививали на место. После этой прогулки я направился в ботанический сад на поезде. Этот ботанический сад – настоящий зеленый оазис в центре города с 13 тысячами видами растений и исторической оранжереей 19 века. Идеальное место для прогулки и вдохновения. Также в ботаническом саду находится дом бабочек. Здесь тропическая жара, влажность и десятки экзотических бабочек, летающих среди орхидей и ванильных растений. Можно увидеть, как бабочки вылупляются из куколок прямо на глазах. Не могу сказать, что ботанический сад для всех, но дом бабочек красивый. В самом пальмовом доме очень классно фотографироваться. Потому что красиво все там. Но по большей степени это для любителей растений, ботаников, биологов и вот всего прочего, что связано с этой наукой людей, да. Но так,
В принципе, рекомендую для посещения даже обычному человеку, который не особо понимает ничего, что-то в растениях. Далее я направился в замок Розенборга. На входе меня попросили оставить сумку в сейфе, ибо это также и сокровищница. Это королевская резиденция 17 века, где хранятся коронационные регалии Дании. Внутри тронный зал, несколько спален и отдельных разных помещений, предназначенных для разных целей, и старинные интерьеры. И в завершении моей поездки я посетил парк Тиволи, самый старый парк развлечений в Европе. Я прокатился буквально на всех аттракционах, что есть в этом парке. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться и кликнуть на колокольчик. До новых полетов. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.